Богатый молодой человек по имени Маркус подошел к пожилой женщине в аэропорту и помог ей. Маркус понятия не имел, кем на самом деле была пожилая женщина, которой он только что помог. В то холодное декабрьское утро Маркус сидел в зале ожидания аэропорта, просматривая свою ленту на Facebook в ожидании своего рейса. Зал ожидания был забит туристами, потому что многие люди летели на Рождество. Вскоре после своего прибытия Маркус перевел взгляд вверх, и его внимание привлекла хрупкая пожилая женщина, которая с трудом управлялась со своими 2 большими чемоданами. Осматривая переполненную комнату, он заметил, что все, казалось, были слишком поглощены своими телефонами или разговорами, чтобы заметить женщину, не говоря уже о том, чтобы помочь ей. Маркус почувствовал прилив сострадания и сильное желание помочь этой женщине. Не колеблясь, он поднялся со своего места и подошел к женщине. Приблизившись, он тепло поприветствовал ее. Его улыбка была нежной и ободряющей. «Могу я помочь вам с багажом, мэм?» — спросил он низким и успокаивающим голосом. Измученное лицо женщины озарилось благодарностью, когда она приняла его предложение. В уголках ее глаз появились морщинки. «Спасибо, сын мой», — сказала она, и ее голос был едва слышен. Маркус взял сумки пожилой женщины и подвел ее к ближайшему креслу. Он осторожно поставил сумки и помог ей сесть, затем сел рядом с ней. После того, как они устроились, Маргарет еще раз поблагодарила Маркуса за его доброту, и они разговорились. Маргарет рассказала, что собирается провести Рождество со своей дочерью Бьянкой в другом городе. Она упомянула, что Бьянка великодушно купила ей билет на самолет, чтобы избавить от необходимости путешествовать на поезде. Маркус, в свою очередь, сказал Маргарет, что направляется на чрезвычайно важную деловую встречу, и его не будет максимум неделю. По мере того, как они беседовали, Маркус подсознательно начал ощущать необъяснимую связь с Маргарет. Ему казалось, что он уже встречался с ней раньше, но он просто не мог вспомнить, где, когда и как они на самом деле познакомились. Вскоре в системе общественного оповещения аэропорта появилось сообщение о скором времени вылета рейса Маркуса. Поэтому ему пришлось оставить Маргарет, чтобы успеть на свой рейс. Но сначала он обменялся с ней контактами и пообещал навестить ее, как только вернется в город. Маргарет с теплой улыбкой пожелала Маркусу счастливого пути. Мужчина пожелал ей того же. Затем он поспешил, чтобы успеть на свой рейс. Маркус действительно сдержал свое обещание и навестил Маргарет по возвращении в город. Вы не поверите, что он узнал об истинной личности Маргарет во время своего визита. Маркуса воспитывала бездетная пара миллионеров в другом городе. С раннего возраста Маркусу было совершенно ясно, что его усыновили. Его приемные родители, Крис и Мэри, никогда не скрывали того факта. Однако Маркусу так и не довелось познакомиться ни с кем из своих биологических родителей, хотя он не совсем хотел этого, поскольку Крис и Мэри воспринимали Маркуса как своего собственного биологического сына и проявляли к нему более чем достаточно любви и заботы. В детстве у Маркуса было все, о чем он мечтал. Одна только коллекция его игрушек заставила бы любого другого ребенка позеленеть от зависти. Маркус учился в лучших элитных школах. Бесплодная, но счастливая и богатая пара сделала Маркуса центром своего мира. Маркус со своей стороны любил и лелеял своих приемных родителей. К сожалению, жизнь Криса оборвалась внезапно, когда в возрасте 60 лет у него случился сердечный приступ. Его срочно доставили в больницу, где констатировали смерть. Маркус, которому на тот момент было всего 24 года, только что окончил колледж в области управления бизнесом. Он был глубоко опечален потерей своего приемного отца, который был для него больше, чем просто родителем. Крис был его наставником, примером для подражания и источником вдохновения. После похорон Криса Маркус попрощался с городом, в котором вырос, и переехал в новый город, где возглавил унаследованную им бизнес-империю. Он упорно трудился, чтобы приумножить наследие отца,
используя свое новообретенное богатство и ресурсы для оказания положительного влияния. Но, несмотря на свое богатство, Маркус оставался добросердечным и скромным. Он никогда не забывал о своем скромном начале. Он взял за правило посещать детские дома по всему городу. Почти каждые выходные он проводил время с детьми, которые там жили. Сироты с нетерпением ждали визитов Маркуса, а ему нравилось видеть улыбки на их лицах. Он часами играл с детьми и раздавал им пакеты со вкусностями. Маркус был очень близок со своей приемной матерью Мэри, которая воспитывала его после смерти отца. Он навещал ее при каждой возможности, и их связь оставалась крепкой. Несмотря на то, что жизнь Маркуса пошла в другом направлении, он никогда не забывал, откуда он родом, и о людях, которые любили и поддерживали его. Примерно через 10 лет после смерти отца Маркус случайно встретился с Маргарет в аэропорту, где предложил ей руку помощи. Через 9 дней после их случайной встречи в аэропорту Маркус вернулся в город и позвонил Маргарет несколькими днями позже. Лицо пожилой женщины озарилось радостью, когда она услышала его голос на другом конце провода. Она сомневалась в его обещании оставаться на связи, но он доказал, что она ошибалась. Маргарет рассказала, что она тоже вернулась в город, и Маркус попросил навестить ее. Она с радостью согласилась. В назначенный день Маркус прибыл в скромное жилище Маргарет во второй половине дня. Небольшая квартира была скудно обставлена старыми и изношенными вещами, свидетельствовавшими о финансовых трудностях Маргарет. Но, несмотря на свой скромный внешний вид, дом был довольно опрятным. Когда они сели за маленький обеденный стол, Маргарет подала скромную еду, совсем не похожую на роскошные застолья, к которым привык Маркус. Тем не менее, он с энтузиазмом поглощал еду к большому удовольствию Маргарет. После обеда Маркус попросил Маргарет рассказать побольше о себе. Она рассказала о своем покойном муже Джонни и дочери Бьянки, матери-одиночки, с трудом сводящей концы с концами. Несмотря на финансовые трудности, Бьянка посылала Маргарет скромное ежемесячное пособие, которого едва хватало на самое необходимое. Маркус, в свою очередь, рассказал о своей личной жизни, рассказав о своем усыновлении и своих приемных родителях. Этот уязвимый момент вызвал у Маргарет неожиданное откровение. С оттенком ностальгии она призналась Маркусу, что когда-то, когда ей было около 20, она отдала сына семейной паре. Это неожиданное признание застало Маркуса врасплох, поскольку тема усыновления по-прежнему была для него болезненной. Поэтому он быстро спросил Маргарет, почему она не оставила сына у себя. Маргарет некоторое время молчала. Когда она, наконец, заговорила, ее голос дрожал, а глаза наполнились слезами. «Я хотела сохранить его, Маркус», — начала она срывающимся голосом. «Я любила его больше жизни, но у судьбы были другие планы». Ее голос дрожал, когда она начала рассказывать историю. Маргарет работала в ночную смену на текстильной фабрике, получая мизерную зарплату, чтобы сводить концы с концами. Возвращаясь домой по темным улицам, она услышала слабый крик. Следуя на звук, она бросилась к ближайшей мусорной свалке и нашла крошечного мальчика, завернутого в грязное одеяло, брошенного в мусорном контейнере. Крики ребенка пронзили сердце Маргарет, и она быстро подхватила его на руки. Слезы ребенка утихли, сменившись лучезарной улыбкой, от которой душа Маргарет растаяла. С вновь обретенной целеустремленностью Маргарет забрала малыша домой. Она накормила его теплым молоком, и он мирно заснул на ее кровати. Во второй половине дня Маргарет отправилась в отдел социальной защиты детей, твердо решив стать приемной матерью малыша и, в конце концов, усыновить его. Пока Маргарет стояла в очереди, ее сердце переполнялось любовью к этому крошечному человечку. Когда подошла ее очередь, она рассказала свою историю социальному работнику, который был тронут состраданием и самоотверженностью Маргарет. Департамент предоставил ей право взять ребенка на воспитание, и сердце Маргарет воспарило.
Малыш посмотрел на меня большими круглыми глазами, и я поняла, что он мой, сказала Маргарет, понизив голос почти до шепота. Я поклялась защищать его, любить как родного. И я это сделала, Маркус. Я сделала. Глаза Маргарет наполнились слезами, а сердце Маркуса сжалось от сочувствия. Он взял ее за руку, и она крепко сжала ее, словно цепляясь за воспоминания. Я отвезла его домой, и мы стали неразлучны, продолжила Маргарет. Он улыбался мне, и мое сердце таяло. Я знала, что нашла свою цель в жизни — любить и заботиться об этом драгоценном ребенке. В комнате снова воцарилась тишина. Слышались только тихие всхлипывания Маргарет. Глаза Маркуса затуманились, и он крепче сжал ее руку, давая понять, что он рядом с ней. В течение 8 месяцев Маргарет заботилась о Дэвиде, кормила его, купала и убаюкивала песнями. Она шептала ему на ухо сказки, прижимала к себе и лелеяла каждую улыбку. Но судьба жестоко разлучила их, когда она потеряла работу и больше не могла обеспечивать его. Глаза Маргарет снова наполнились слезами, когда она продолжила свой рассказ срывающимся от волнения голосом. У меня едва хватало денег, чтобы прокормить Дэвида, не говоря уже о себе. Я подавала заявки на каждую вакансию, но никто не хотел брать меня на работу. Я была в отчаянии, Маркус. Я чувствовала, что подвожу сына, что не могу обеспечить ему ту жизнь, которую он заслуживает. Маргарет помолчала, собираясь с мыслями. И вот однажды я получила уведомление о выселении. Я задолжала за аренду, и домовладелец хотел, чтобы я съехала. Я была в отчаянии. Куда бы мы с сыном пошли? Как бы мы выжили? Она глубоко вздохнула. В ее глазах все еще была боль. У меня не было другого выбора, кроме как отвезти Дэвида в приют. Я прижимала его к себе, шепча ему на ухо обещание, что вернусь за ним. Но в глубине души я знала, что это ложь. Я не могла обеспечить его, и мысль о том, что потеряю его навсегда, душила меня. Голос Маргарет сорвался, и она безудержно зарыдала. Прошло 3 месяца, Маркус. 3 долгих, мучительных месяца. Я устраивалась на любую работу, выпрашивала подачки и продала все, что у меня было, чтобы хоть как-то прокормиться. И вот, наконец, мне позвонили из отеля и предложили работу уборщицей. Я была вне себя от радости, думая, что наконец-то смогу позаботиться о Дэвиде и вернуть его домой. Ее глаза снова наполнились слезами, а голос понизился до шепота. Но когда я с надеждой в сердце помчалась обратно в приют, мне сказали, что Дэвида усыновили всего несколько дней назад. Семейная пара увезла его далеко от меня. Я опоздала, Маркус. Я не успела спасти своего ребенка, заключила она. Глаза Маркуса наполнились слезами, когда он пытался переварить эту душераздирающую историю. «Мне так жаль, Маргарет. Мне очень жаль, что тебе пришлось это пережить», — сказал он, и его голос был полон сочувствия. Маргарет, все еще охваченная эмоциями, прервала размышления Маркуса, сообщив важную деталь, которую она упустила. «Есть кое-что еще, Маркус. Кое-что, из-за чего расставание с Дэвидом стало еще более невыносимым», — сказала она срывающимся голосом. «В чем дело, Маргарет? Пожалуйста, поделись этим со мной», — попросил Маркус слегка дрожащим голосом. Дэвид родился с редким заболеванием, называемым сколиозом, искривлением позвоночника, которое потребовало бы хирургической коррекции, когда ему исполнится 15 лет. Процедура была чрезвычайно дорогостоящей, и Маргарет знала, что в ее бедственном положении она не могла себе этого позволить. Это осознание сделало ее решение расстаться с Дэвидом еще более мучительным, поскольку она чувствовала, что обрекала его на жизнь, полную страданий, если только она не передаст его семье, которая сможет обеспечить необходимый уход. Маркус был невероятно ошеломлен последним откровением Маргарет. «Я не ослышался. Вы сказали сколиоз. Мэм?» — воскликнул он. «Да. Как я могла забыть о своем любимом сыне?»
Маргарет ответила несколько удивленным, но в то же время опечаленным тоном. На самом деле, Маркус родился со сколиозом, и это заболевание было исправлено хирургическим путем, когда ему было 14 лет. Маркус чуть не закричал на Маргарет. Женщина была потрясена до глубины души. Она просто сидела молча и смотрела на Маркуса, широко раскрыв рот. Затем Маркус спросил Маргарет, помнит ли она название приюта, куда она отдала своего сына. Маргарет сразу же назвала ему название приюта. Маркус быстро достал из кармана телефон и позвонил своей приемной матери. Мэри подняла трубку и, как обычно, спросила своего любимого приемного сына, все ли у него в порядке. Маркус сразу перешел к делу и спросил, как называется детский дом, из которого его усыновили. Мэри назвала название сиротского приюта, и, к его удивлению, это был тот самый приют, о котором только что упоминала Маргарет. Глаза Маркуса расширились от изумления, когда он осознал невероятное совпадение. Маркусу не нужен был никакой прорицатель, чтобы понять, что он действительно тот самый Дэвид Маргарет. Он тут же бросился к ошеломленной Маргарет и крепко обнял ее, крича: «Я ваш Дэвид, мэм!» «Мой дорогой сын, я всегда знала, что судьба так или иначе вернет тебя ко мне». Маргарет громко плакала, обнимая Маркуса. Казалось, они провели в объятиях друг друга целую вечность, плача, как младенцы. После того дня Маркус перевез ее в хорошо обставленную квартиру и назначил ей еженедельное пособие. Пожилая женщина была очень счастлива. Маркус навещал ее и проводил с ней время почти каждые выходные. К счастью для Маркуса, теперь у него было две матери, которые глубоко заботились о нем. Он очень уважал Маргарет и Мэри, дорожа их любовью и поддержкой. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.